Ранним осенним утром густой туман заслал реку Волгу, как серебристый занавес. Кирилл, мужчина средних лет с густой бородой и проницательным взглядом, шел вдоль берега с поношенным рюкзаком за спиной. Внутри его любимое снаряжение — длинная веревка с мощным неодимовым магнитом, предназначенным для металлической рыбалки. Магнитная рыбалка стала его странным увлечением последние 3 года. Он вытаскивал замки от велосипедов, ржавые гильзы, даже пустой сейф времен СССР. Но никогда раньше не испытывал такого ощущения, как в это утро. Кирилл выбрал уединенный участок реки. По слухам, здесь до войны находился деревянный мост, соединяющий 2 деревни, следов от которого не осталось. Он закинул веревку и терпеливо вытягивал ее снова и снова. Первые 3 попытки дали лишь грязь и проволоку. На 4-й раз веревка резко натянулась, словно зацепилась за огромный камень. Он пробормотал, опять камень, тянул, отпускал, крутил, ничего не двигалось. Уже собирался сдаться, но решил попробовать последний раз. И вдруг веревка дернулась, как будто что-то оторвалось. Понемногу, с усилием Кирилл вытянул из ила тяжелый предмет. Перед ним оказался крупный кусок металла, ржавый, но с отчетливо выраженными аэродинамическими линиями. Кирилл остолбенел, осознав, что это часть крыла самолета. А на его краю, сквозь водоросли и грязь, проступала звезда, знакомый символ ВВС СССР. Он онемел. Дрожащими руками он начал счищать грязь с поверхности. Под ржавчиной проявились затертые цифры. НК-107, не обозначение ни одного из известных ему гражданских самолетов. Кирилл сразу сделал фотографии, отметил точку на карте и молча ушел с берега. Он знал, это не просто кусок железа, но он еще не догадывался, что это начало цепи событий, которые навсегда изменят его жизнь. Вдалеке из-за деревьев за ним наблюдали через военный бинокль. В ту же ночь Кирилл не сомкнул глаз. Фотографии обломка, крыла с красной звездой и маркировкой НК-107 не давали ему покоя, будто внутри взыграл зов тайны, погребенной десятилетиями. Он перерыл авиационные форумы, архивы военного времени СССР, рассекреченные документы после 1991 года, но нигде не было ни единой строчки о самолете с таким номером. Кирилл даже связался с несколькими военно-историческими сообществами в Телеграм. Из всех откликнулся только один — Леонид Федорович, бывший преподаватель военной истории в Самаре, ныне затворник, пишущий книги о засекреченных проектах, которых никогда не существовало. Кирилл отправил ему фотографии. Через минуту Леонид перезвонил. Голос хриплый, настороженный. «Ты играешь с огнем. Лучше не лезь дальше». Кирилл настаивал. В итоге Леонид согласился на встречу, но при одном условии. Только в заброшенной церкви на окраине, без телефонов, без записи. На встрече он положил перед Кириллом пожелтевшую стопку ксерокопий без названия на обложке. Внутри старые отчеты, датированные 1943 годом с блеклой печатью, секретно только для избранных. «НК-107», — начал Леонид. «Это, по моим данным, экспериментальный самолет, созданный Минобороны СССР в конце Второй мировой. Но странность в том, что нет ни одного официального документа о нем. Ни даты выпуска, ни имени пилота, ни фото, ни чертежей. Лишь несколько строк в отчетах, которые я случайно успел сфотографировать до того, как меня отстранили от работы в Госархиве в 1998 году». Кирилл спросил, и куда же он делся? Почему оказался на дне реки? Леонид ответил, глядя прямо в глаза. Говорят, он исчез где-то в небе на севере, а через 3 дня вернулся без пилота. Его вынудили совершить аварийную посадку, а потом он исчез в результате учебного инцидента. Об этом сказано всего в 1 строке в отчете. Но то, что по-настоящему заставило Кирилла похолодеть, слова Леонида в конце. Я исследовал эту историю почти 20 лет. Один из тех, кто работал над этим проектом, главный инженер,
тоже исчез. Никто не знает, куда он делся. То, что ты вытащил из реки, возможно, это единственное, что осталось от одной из самых темных страниц нашей истории. Кирилл покинул встречу с ощущением липкой тревоги. Он вытащил из воды не просто металл, а забытый или намеренно стертый из памяти человечества секрет. Через 3 дня после судьбоносной встречи с Леонидом Кирилл вернулся к старому участку реки, на этот раз в полночь, под мутным светом луны. С собой он взял самодельное мини-оборудование для дайвинга и камеру, закрепленную на шлеме. Казалось, в этом районе уже кто-то побывал, земля была вскопана, трава примята, но ни охраны, ни камер, никого. Он нырнул. Под густым слоем ила постепенно начал проступать корпус самолета, как кошмар, всплывший из прошлого. Носовая часть была повреждена, но кабина пилота оставалась почти целой. Металлическая дверь была заперта 2 проржавевшими стальными засовами. После получаса борьбы с гидравлической рукояткой дверь поддалась. Кирилл пролез внутрь. Внутри было тесно и ледяно. Пилотское кресло все еще стояло на месте, а ремни безопасности ржавыми кольцами обвивали скелет в сером летном комбинезоне, без знаков различия, ни документов, ни жетона. Лишь одна выгравированная строка на воротнике Д-47. На приборной панели рядом с штурвалом лежал черный металлический ящик, тяжелый, ледяной на ощупь, с тройным замком. Кирилл вытащил его на берег. Когда он открыл крышку, дыхание у него перехватило. Внутри находились 3 объекта. 1. Устройство круглой формы, похожее на мини-радар, но выполненное из неизвестного материала, гладкое, как стекло. В 2 раза тяжелее стали, без каких-либо разъемов или кнопок. 2 папка с документами, но весь текст был зашифрован с помощью странных символов. Это был не русский, не английский и вовсе не алфавит, известный человечеству. Некоторые страницы были написаны в двоичном коде, как программный язык, но в документах 1940-х годов 3-я кинопленка с печатью Министерства обороны СССР, когда Кирилл посветил на нее фонариком, он увидел кадры, ночное небо, разорванное вспышками странных огней и объекты, напоминающие межпространственные врата. На последнем кадре самолет пролетал сквозь вихрь, а за ним расплывчатый образ города, парящего в облаках. Кирилл понял, это был не просто крушение, это было путешествие туда, куда человечеству не позволено было заглядывать. Но в этот момент издалека донесся звук двигателя. Фары грузовика осветили деревья. Кто-то приближался, и они знали, что он здесь. Кирилл не успел забрать все. Он спрятал кинопленку и устройство в рюкзак, а документы быстро засунул в расщелину между камнями. Затем он растворился во тьме, начав бегство, в котором нельзя было оглядываться назад. После той ночи побега от реки Кирилл не вернулся домой. Он снял дешевую комнату на окраине близлежащего маленького города, сменил сим-карту и почти полностью исчез из социальных сетей. В его рюкзаке теперь находилось то, что никто и никогда не должен был держать в руках. Доказательство полета, пересекшего границы человеческого мира. Он снова связался с Леонидом, единственным, кто когда-либо слышал о АНК-107. Голос Леонида при ответе уже не был таким спокойным. «За тобой следят. За мной тоже. Но я могу устроить тебе встречу с человеком, который работал над этим проектом, если он еще жив». Они договорились встретиться на заброшенной трамвайной остановке. Оттуда Леонид повел Кирилла в маленькую деревню более чем в 50 километрах от города, где среди соснового леса стоял старый деревянный дом с крышей, заросшей мхом. Дверь открылась, и на пороге появился худой старик с впалыми, но удивительно живыми глазами. Это был Аркадий Нестеров, бывший инженер-механик,
участвовавший в проекте как «Красный» в 1943 году, сверхсекретной авиационной программе времен Сталина. Аркадий сел, дрожащими руками налил чай и заговорил голосом сухим и низким, как зимний ветер. «То, что ты вытащил, это тело мечты, которую не следовало будить». Он рассказал, что НК-107 был экспериментом по прорыву пространства и времени, основанным на теории немецкого ученого, перебежавшего в СССР. Единственный полет состоялся в декабре 1943 года с секретного аэродрома под Мурманском. Цель — испытание устройства под названием нелинейный резонатор. Именно его сейчас хранит Кирилл. Самолет поднялся в воздух и исчез с радаров на 63 часа. Когда он вернулся, связь с пилотом уже не устанавливалась. Его посадили в экстренном порядке, но самолет сам направился в сторону Волги и рухнул. Без пилотирования. Нам приказали заставить всех молчать. Аркадий был одним из немногих, кто пережил масштабную зачистку. Остальные исчезли, были арестованы или погибли. С тех пор он бежал из Москвы, жил под чужим именем, менял деревни и профессии и никогда никому ничего не рассказывал. Кирилл спросил, кто был пилотом. Аркадий только покачал головой. Никто не знает ни документов, ни фотографий. Официально он не существовал. Потом он замолчал и задумчиво посмотрел в угол. Но есть слух, что когда открыли кабину в последний раз, он был жив, но уже не был человеком. Эти слова сделали воздух в доме ледяным. Кирилл сжал кулаки, понимая, что-то, что он держит в руках, не просто историческая находка. Это ключ к двери, которую нельзя открывать снова, Леонид тихо добавил. Они найдут тебя, у тебя два пути. Либо рассказать миру, либо навсегда похоронить это. И Кирилл понял, у него остался только один последний выбор. После встречи с Аркадием Кирилл понял, у него осталось совсем мало времени. Те, кто следил за ним, уже не прятались. Черная машина без номеров стояла у гостиницы, а мужчина в кожаной куртке шел за ним по пятам в супермаркете. По ночам он все чаще слышал странные звуки возле своей комнаты. Он был вынужден принять решение. Кирилл связался со своей старой подругой Ириной, журналисткой-расследователем, прославившейся разоблачением утечек секретных документов в Беларуси. Они встретились в заброшенном деревянном доме, где он передал ей странное устройство и пленку, оставив только одно сообщение. «Если я исчезну, покажи это миру». Ирина хотя и сомневалась, и согласилась, но не успели они уйти, как заметили, что кто-то приближается. Кирилл отвлек преследователей, чтобы Ирина могла сбежать через лес, а сам направился обратно к берегу реки, туда, где все началось. В ту ночь шел проливной дождь. Кирилл сидел один у воды с пустым рюкзаком за спиной и в руке сжимал последнюю копию видео, снятого в кабине пилота, короткий фрагмент, который он никогда никому не показывал. Пилот поворачивает голову к камере, и его глаза уже нечеловеческие. Он включил фонарик и направил его в мутную воду, туда, где когда-то покоился самолет. Теперь там остались лишь ржавые обломки, как будто его никогда и не было. Сзади раздались шаги. Кирилл не обернулся. «Что вы хотите? У меня больше ничего нет», — сказал он громко. Ответа не было, лишь плеск воды о берег. На следующее утро местные жители нашли на берегу магнитную удочку и плавающую в воде вязаную шапку. Кирилла больше никто не видел, но через 2 недели в интернете появилось анонимное видео. На нем были кадры, которые видел Кирилл, самолет, кабина, странное устройство, кинопленка и финальная надпись. Они улетели туда, куда человеку не место, и вернулись не одни. Видео было удалено через 4 минуты, но этого хватило, чтобы породить волну вопросов, споров, тревоги и страха. Люди стали называть это инцидентом с самолетом на Волге, а Кирилл стал последним, кто прикоснулся к тайне, которую человечество не должно было знать.